В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. По их итогам партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном одержала убедительную победу над оппозицией и единолично сформирует правительство. Премьер-министр заявил, что партия получила больше голосов, чем на выборах 2021 года, когда ее результат составил 54%. Пашинян назвал итоги выборов историческими, подчеркнув, что они обеспечат устойчивость и развитие Республики Армения, а также создадут условия для длительного и институционального мира. Глава правительства заявил, что криминально-олигархическая система в стране должна быть окончательно искоренена. Все имущество, приобретенное незаконным путем, по его словам, должно быть конфисковано в рамках закона. Пашинян исключил какие-либо поствыборные потрясения в Армении, отметив, что подобные сценарии возможны лишь в условиях фальсификаций. Он заявил, что значительная часть голосов, полученных оппозицией, была обеспечена посредством подкупа избирателей, и выразил уверенность, что народ Армении не позволит так называемой трехглавой партии войны дестабилизировать ситуацию. Премьер-министр также отверг обвинения оппозиции в давлении со стороны властей и нарушениях в ходе голосования. Он подчеркнул, что исключает какое-либо незаконное воздействие на свободное волеизъявление граждан. При этом Пашинян отметил, что правоохранительные органы реагировали на сигналы о подкупе избирателей и других возможных нарушениях, хотя признал, что не все эпизоды могли быть выявлены сразу, и часть из них будет прояснена в дальнейшем. Во внешнеполитическом блоке Пашинян заявил, что Армения продолжит курс на сближение с Западом, одновременно сохраняя членство в Евразийском экономическом союзе и развивая отношения с Россией и другими странами ЕАЭС. Говоря о европейской интеграции, он отметил, что Армения пока не готова к членству в ЕС. Целью он назвал создание реальных альтернатив для выбора, что потребует проведения масштабных реформ и приведения страны к стандартам Евросоюза. Окончательное решение, по его словам, должно быть принято народом на референдуме, при этом не исключено, что сам ЕС может быть не готов к дальнейшему расширению. Пашинян также сообщил, что провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Кроме того, премьер-министр заявил, что ожидает нормализации отношений с Турцией и установления дипломатических связей. По его словам, в перспективе возможны открытие границы, а также возобновление железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя странами. Ну что, друзья, думаю, уже можно с полной уверенностью говорить о том, что партия «Гражданский договор» одержала мощную победу на этих выборах. Честно говоря, меня расстраивает лишь одно – достаточно высокий результат пророссийских агентов и политических преступников. Они снова окажутся в парламенте, а это означает, что у «Гражданского договора» вновь не будет полноценной, действительно проармянской конкуренции. Сильной власти нужна сильная проармянская оппозиция, та, которая будет критиковать по существу, предлагать лучшие решения и заставлять власть работать еще эффективнее. Но при всем этом есть главный итог этих выборов. Власть в Армении остается у армянского народа, а не в руках России. Это означает, что курс, который выбрала команда Никола Пашиняна, а точнее сам народ, будет продолжен независимо от истерик, давления и политического шума со стороны пророссийских сил. Армения продолжает двигаться вперед. Все остальные выводы будем делать уже после объявления окончательных результатов. Итак, несколько мыслей по итогам самой напряженной избирательной кампании в истории Республики Армения. Одна из ключевых ошибок Москвы заключалась в том, что давление на Армению было воспринято обществом не как попытка наказать Пашиняна, а как давление на саму страну. Кремль стремился ударить по Пашиняну, но значительная часть этого удара пришлась по армянскому национальному самолюбию. Запреты на ввоз армянской продукции, публичные угрозы, жесткая риторика и заявления о возможных экономических последствиях европейского курса создали эффект внешней атаки. Пашинян сумел представить себя не просто участником выборов, а фигурой, против которой работает мощная внешняя машина. Это дало ему дополнительный политический ресурс.
Фактически Кремль своими действиями помог консолидировать часть общества вокруг темы суверенитета. С другой стороны, основная проблема прокремлевских кандидатов заключалась не только в их слабой организационной структуре, но и в отсутствии позитивного образа будущего для Армении. Они так и не смогли предложить обществу понятную модель улучшения качества жизни, безопасности, экономики и государственного развития. Их кампания в основном строилась на отрицании Пашиняна, страхе перед Западом и ностальгии по прежней системе власти. Но расслабляться не стоит. Россия, вероятно, попытается перейти к поствыборной фазе давления через информационные кампании о якобы нелегитимности выборов, акценты на подавлении оппозиции и давлении на пророссийские силы. Тем не менее, успешная реализация такого сценария представляется маловероятной. Главным последствием провала Москвы в Армении, скорее всего, станет внутренний разбор полетов уже в самой Москве. Но это не наши проблемы. На этом фоне появились и резонансные события. В аэропорту был задержан мужчина, ставший героем вирусного видео, где он заявлял, что проголосует и сразу покинет Армению, опасаясь возможного обострения ситуации. Речь идет об Оганесе Саакяне, которого сотрудники правоохранительных органов задержали прямо в аэропорту. Кроме того, один человек был задержан по подозрению в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Его доставили в отдел уголовных расследований, о чем сообщила полиция Министерства внутренних дел Армении. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах. В своем сообщении в соцсети X он отметил, что сердечно поздравляет Пашиняна и его партию с достигнутым успехом, и выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества ради дальнейшего укрепления стратегического партнерства и дружественных отношений между Грузией и Арменией на благо народов двух стран. Поддержку Армении в день выборов выразила и Саломе Зурабишвили. Обратившись к армянскому народу через X, она заявила: «Армения, ваша борьба – это наша борьба. Эти выборы определят ваше демократическое и европейское будущее. Мы стоим рядом с вами». Также было сообщено, что в этот же день у посольства Армении в Тбилиси состоится митинг в поддержку европейского пути Армении. Ранее, в день голосования, внимание привлекла ситуация в Ереванском аэропорту, где наблюдался значительный поток граждан Армении, прибывающих из России для участия в выборах. Сообщалось и о попытках со стороны российских структур организовать доставку избирателей с целью повлиять на итоги голосования и изменить политическую ситуацию в стране. На этом фоне показательной стала и экономическая новость. В условиях российских ограничений на импорт армянских роз Нидерланды открывают для Армении доступ к крупнейшему в мире цветочному рынку Royal Flora Holland. Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен сообщил, что эта площадка позволит армянским производителям напрямую выйти на покупателей в Европе и других регионах мира. По его словам, решение стало частью практической поддержки Армении в рамках пакета помощи Европейского Союза, о котором ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Таким образом, для Армении открывается рынок с населением около 450 миллионов человек, более чем втрое превышающим российский. При этом средний уровень доходов в странах ЕС примерно в 4 раза выше, чем в России, что делает европейский рынок значительно более платежеспособным и перспективным для армянских экспортеров. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.